Ребят, Zigat XJ Estrella. Вот такие вот очень крутые наушнички. Сразу говорю, не дешевые. У нас здесь 2 динамических драйвера, плюс 4 сбалансированных арматурки. Короче, это гибридные наушники. 4 сбалансированных, 2 динамических. Обещают быть очень интересным. В общем-то, на канале Технозон с обзором. Поехали. Но перед тем, как мы его распакуем, давайте посмотрим, что нам заявляется сам производитель. Очень уж интересно. Потом распакуем, потом потестируем качество звука. Стоят они... вообще, стоп, ребят. Перед тем, как я продолжу, пожалуйста, подписались, нажали колокольчик. Ссылочку я на проверенного продавца разместил в описании под видео. Ну и, конечно же, у нас есть телеграм-чат, телеграм-канал, где общаются наши подписчики-гики, в общем, такие как я. Итак, 299 баксов. Сразу говорю, недешево эти зигаты выходят, но они заявляют, знаете что у них есть якобы Hi-Fi, но сертификации я не вижу на коробке. На коробке сразу говорю, сертификации нет. То, что они подпадают под спецификацию по своим характеристикам, это не значит, что у них есть сертификация. Ну да ладно. Поехали. Estrella гибридные DD-BA, внутриканальные мониторы, 2 независимых драйвера и 6 общих драйверов. Пишут на каждую сторону. 2 кастомных 10-мм. Ой, слушайте. 2 кастомных 10-мм PET-диафрагмы. Очень интересно. Очень интересно, как они будут звучать. С 4 независимыми сбалансированными арматурами. Как они предлагают богатые и детализованные средние и высокие. Ну, короче, то, что они пишут, мы это все понимаем. А вообще очень прикольно, что у нас Estrella использует американский Knowles 29689, европейский Zonion 23, ну я читаю Zonion по-немецки, 2345. Это полнодиапазонные BA драйвера. Сейчас посмотрим. И также Zonion E50. Короче, ребят, что-то они сюда напихали нереального. Ну, в принципе, за их цену. Это и не удивительно. Смотрите, трехполосный кроссовер. Ну, в принципе, он должен, по идее, обеспечить акустическую линейность и тональный баланс. Тоже обязательно посмотрим. Здесь даже сообщение от Jace Audio. Ну, об этом мы умолчим. Смотрите, сенсивность 108 дБ при подаче 1 кГц, сопротивление 7 Ом при подаче 1 кГц и 10 Ом сопротивления при постоянном токе. Ну и драйверы, да, у нас PET драйвер 10-мм, плюс 2 Knowles 29689, плюс 1 Zonion 2345 и плюс 1 Sonion E50. Слушайте, ну прям впечатлили. Я даже нашел на них АЧХ. Смотрите, по АЧХ то, что я вижу, но это то, что я вижу, это лично мое мнение. Я скажу, тут очень много уже замеров. Приблизительно они у всех одинаковые. Не скажу, что они бы сильно отличались, но я ориентировался на тех, на которых я увидел какие-то недостатки мелкие, но при этом я все это откидываю тоже на погрешность измерения. То есть по басам. Басы у наушников достаточно должны быть глубокие, выразительные. Посмотрим. Хотя, знаете, надеюсь, без излишней гулкости. По идее, они не заглушают средние частоты. По средним у нас, слушайте, должен быть четкий вокал, разборчивый. Ну и по высоким частотам, в принципе, они в достаточном количестве. По идее, должно все звучать ярко, детально, но меня немножечко смущает асимметрия некая. Хотя на других замерах она исчезает. Хотя здесь опять тоже есть. Небольшая асимметрия между левым и правым наушником. Именно в области высоких частот. Но она очень небольшая. В области высоких частот присутствуют некоторые резонансы, которые могут влиять на воспроизведение звука. И, ну, давайте так. Замеры каждый проводит по-разному. И, в принципе, тут еще очень важно нам именно объективное или субъективное восприятие каждого человека. Давайте с вами пойдем их сейчас распакуем, а потом уже будем слушать. Я уже музыки наготовил.
Лиса, ты нам помогаешь распаковывать? Так, скажу сразу, будем снимать, вернее тестировать на вот таком вот Kiwi Airs Allegro. Это у нас ЦАП. Очень неплохой ЦАП, скажу я вам. Недорогой, USB, хороший ЦАП. С выходом на 3,5, на 4 миллиметра. Есть вот такой вот, но фигня. И есть у меня еще вот такой вот Allegro Mini, кстати, который можно, он сразу только с Type-C-шечкой. Смотрите, какой. Еще достань, попробуй, слушай. Вот это его запаковали туда. Я его только получил. Вот такой вот Allegro Mini. Видели? Тоже Allegro Mini. Очень удобно. Это для смартфонов. Но я буду тестировать на компьютере. Хотите, сделаю потом обзорчик, если кому интересно. Распаковываем зигаты. Здесь уже можно там пока, подожди. Я сейчас распакую. Так, бумажки нафиг. Ух, какая коробочка прикольная, слушайте. Фирменная Зигат. 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 Так красиво сделано. Оу, смотрите, какие прикольные, а. Смотрите, какая прелесть, а. Смола, о, прям с компенсаторным тут окошечком. Смотрите, какое красивое. Двухпиновый на 0,76 у нас коннектор. Estrella. Смотрите. Тоже компенсаторное окошко. Красный, синий. Видели, как красиво сделано. Ой, это Да, для меня, чтобы не да, путать. это для тебя, чтобы не путать. Согласен. Ты, кстати, готова слушать? Ты любишь Конечно. слушать. Особенно джаз, я знаю, ты полюбляешь слушать. Ой, смотри, какая прелесть. Коробочка. Коробочка прям прикольная. А как она открывается Чуть дальше? можешь открыть, а вторую А, сторону она дальше. застряла. Нет, она вот так вот. Смотри, она плотная очень. Так, что у нас в комплекте? Кабель. Кабель вообще неплохо, я вам скажу. Я вам скажу, кабель вообще неплох. Ха-ха-ха. Это на 3.5 у нас версия. Так, откладываем. Что по амбушюрам? Смотрим, смотрим. А ну, вываливайтесь сюда. О, знакомые все лица. Это, кстати, такого среднего качества амбушюры. Я бы их даже не менял бы. Обычно я, конечно, рекомендую. И 2 пены есть. Не, пены я слушать не буду. Амбушюры неплохие. Давайте так, за комплект 4 из 5. Пенные есть. Я не знаю, есть любители пенных? Напишите. Да, я. А еще 4. Куда ты делал еще одну? В смысле? Все правильно. 4 из 5. Пятая. За что ты добавил? Потому что обычно идут два типа амбушюр, то есть два полный комплекта. комплект Ну ты да, хочешь, понял. то есть я хотел бы полный комплект. Здесь будем брать средние. Это стандартные. Я эти амбушюры уже слушал, я знаю, какие они. Так, одеваются. Тут фильтры сетчатые у нас несъемные. Одевается очень все хорошо. Сейчас эргономику еще оценим. Ну, неплохо, 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 очень неплохо. По кабелю, да, посмотрим за ушами. Так, оцениваем эргономику. Поснимай, смотрите, как, слушай, как сел удобно. У него знаешь, что хорошо? Смотри, покажи сюда. Длинный вынос у меня зачастую, да, у меня зачастую из-за короткого выноса у меня выталкивало из уха наушник. Бывало, вот помнишь, у нас были с коротким выносом? Вот эти вообще сели просто идеально. Да успокойся, как это не матюкайся? Не, я буду материться. Это просто классно. Кабель достаточно жесткий, но не выталкивает наушник из уха. Классно. А ну, хорошо выглядит он? Да, мне нравится. Все супер. Литое. Супер, супер. Очень неплохо. Очень неплохо, я вам скажу. Сидят вообще топово. Мне прям нравится. И удобно, и красиво. А ну, Леш, приблизь. Прямо удобно и красиво. Будем на Allegro тестировать. Сейчас включаю. Воу! Воу-воу-воу, какой громкий звук, а? Воу! Воу! Прям очень сильно. Так, ребят, я люблю слушать наушники, люблю интересную музыку, но начну с самого тяжелого.
честно вам скажу, начнем с джаза. Воу! Ты сейчас охренеешь. Воу! Подожди, я тебя не слышу, вообще ни хрена не слышу. Ой. Но знаете, что интересно? И вообще, яркие, высокие частоты, такие яркие, прям... Если я кричу, да? А ну сейчас я еще одну, сейчас мы с тобой поменяемся. Ребят, он не может Ой. остановиться. А сколько они частот заявляют? Они вообще не показывают, сколько, не говорят, сколько до какой... До 20 или до 40 килогерц. Нету нигде. Знаете, что я вам скажу? Слишком яркие высокие частоты, и вот для некоторых слушателей, ну, если при длительном прослушивании, может быть, могут показаться утомительными. Но это так, чисто вкусовщина. Очень яркие эти, а ну, леса. Давай, ты сейчас будешь слушать первую композицию. Смотри, слушаешь с самого начала, и прям вот, давайте, наверное, микрофон включу, чтобы ты делилась своими впечатлениями. Давай. Туда меня не слышно? На, не слышно будет, на. Давай, ставь и давай. Вот сейчас включаешь, я тебе рассказываю, слушаешь вступление, оно очень яркое, а потом заход на этот и вот послушай четкость вот высоких вот этих вот там, они классные такие. Давай. Готова? Да. Давай. Сейчас леса послушать, там действительно, там реально есть что послушать. Оп! Вы видели глаза лисы, вообще капец! Ее просто... Я не буду ничего говорить, потому что не надо. Ну слушай. Ну что, как? Как? Ты можешь что-то сказать? Я занята, не мешай. Классно звучит? Класс, очень. Особенно вот джазовые композиции. Я лесу сейчас снимаю, сидит, короче, в охренении, короче. Это кайфушница. Слушайте, ну по джазу могу сказать однозначно, это джаз-наушники. Можно хорошо слушать, прям приятно. Подожди еще. Ага, бомбей вообще. Салфетку нести. А? Салфетку нести. Ну подожди. Очень круто. Шуршание прям слышно. Детализировано? Детализировано? Очень. Прям вот каждую мелкую вот такую. Если, чтобы вы понимали, я знаю, о чем я говорю. Я сам по себе для вас сейчас сделаю фотографию. У меня здесь стоит тренировочный стенд. Я ударник. Я играю на ударных и много чего знаю. Как-то так. Так. Жанры. Я что-то приподвис от джаза. Давайте электронику. По идее, на такой детализации электроника должна звучать круто. Такое с заходами, разворачивающуюся такую.
Воу! Оу. А знаешь, для чего они подойдут? Вот такой какой-нибудь EDM, хаус, техно, вот такой вот послушать. О, все-таки, знаешь, он слишком такой акцент на высокие частоты. На высокие. Ну давай. Слушай. Я тебя даже поснимаю чуть-чуть. Ребятам нравится, когда ты наушники слушаешь. Не-не-не, давай, одевай. Ты готова? Да. Готова? Да. Точно? Да. Давай, слушай. А ну давай. Что? Давай, сейчас заход. И такой 8-битный саунд, да, и такой заход такой. У лисицы электроника, это ее больная тема вообще. Дабстеп вообще такой. Пойдет, да? Класс? Так, все, давай мне наушники. Так, еще послушаю какой-нибудь. Он с вокалом. Хардбиты, кстати. Классно. Вокал такой яркий. Надо на академической музыке оценить глубину сцены. Сейчас какой-то далекий заход. Ну, очень глубокого баса нет. Вот совсем такого, знаешь, как бум, такого с погружением, его нет. Его нет. Они басисты. Но мега глубокого баса нет, я сразу говорю. То есть басы звучат. Но если вы вот... Не-не-не, тут должны быть вот такой, знаешь, вот этот вот, который дип-бас такой, знаешь, его здесь нет. То есть это вот реально EDM, хаус, техно, не больше. Вот такой, знаешь, хаус, там, где нет такого погружения в бас, нормально. Ну, для электроники, да, можно слушать, можно, неплохо. Давай соул послушаем, попробуем глубину сцены оценить и классику, наверное, не знаю. С вокалом сразу. Тебе такое не понравится. Сразу, да. Ну давай уже. Да, недостаточно выразительный в глубоком басе. А знаете, мне нравится этот вокал, короче, она не поет, она... Ой, как красиво звучит. Смотрите, по звуковой сцене. Вообще, вот такая вот гибридная конструкция в наушниках, она зачастую ассоциируется с более широкой звуковой сценой. Но, я вам скажу, такой середняк хороший. Ну, совсем неплохо. Я вам объясню. Сами по себе балансные арматурные драйверы, они, по идее, дают более детальную, точную звуковую сцену. По глубине, вот я бы оценил как средняя, то есть где-то вот... Я посреди этих инструментов, не скажу она, что сверхширокая эта сцена, но звучит это действительно неплохо. Если бы не небольшой пересвет, скажем так, высоких, я бы говорил бы, что они академически правильно звучат. Давайте мы сейчас выключим все мешающее нам и послушаю, наверное, хочется какую-то попсу, наверное, не знаю. Ну, соул и есть попса, давайте послушаем. Они универсальны, они подойдут и для попсы, и для джаза, и для электроники подойдут без дипбаса, сразу говорю. Очень...
Заглушен бас. Глубокий бас сильно заглушен. Задушен, у него нету. Вокал четкий такой, сочный. Знаете, что здесь классно будет звучать? Pink Floyd, блин. Серьезно. Я просто не могу, в рамках обзора не могу ставить такие песни. О. Ребят, неплохо, неплохо, неплохо. Попса вообще неплохо. На попсе вообще тяжело оценить сцену, потому что сейчас вся попса или искусственно интеллектуально генерирована, или половина сцены искусственно интеллектуально генерирована, или электроника вообще полная. Есть даже намек, пытается оно в дебас уходить. Вот такой неглубокий. Вокал классный. Блин, должна звучать классика классно. Для попсы пойдут. Классика должна звучать хорошо. На чем мы тестируем? Какая классика? А ну рассказывай. Времена года. Правильно, потому что я знаю досконально это произведение. И слушаем времена года. Это вот идеал. Идеально вообще. Здесь сцена вообще широченная. Где-то вдалеке я слышу клавесин. Да, это клавесин. Вообще сцена широкая вообще. Я тебе сейчас дам послушать. Здесь как раз хорошую шутку играют пересвеченные высокие. Вообще такое. Для виолина это очень важно. Все инструменты вот в этом моменте обычно на дешевых, ну, у нас здесь 6 драйверов, да, в этом моменте обычно, если дешевые наушники, либо нет нормального разделения частотных, да, драйверов, то у нас появляется какофония звуков. Вот как взять дешевые колонки, там как пищалки, да, в пищалках слушаешь, а здесь каждый инструмент отдельный в разной своей частоте. Вот смотри, я тебе сейчас дам послушать. Ты поймешь, дойдет до одного момента, я по шкале знаю, где она, и ты прям поймешь, о чем я говорю. Ты, когда там будет такой резкий перепад, такой, да, что ты услышишь прямо каждую, вот оно, знаешь, там он должен забить это все, но ты будешь слышать и клавесин на фоне, и все остальное. Буду снимать лесу. Она вообще, когда вот что-то слушает, она просто теряется. А ну. Готова? Лиса, ты готова, да? Так, давай, я тебя снимаю. Давай. Будешь сейчас. Готово. Давай, поехали. Ага. Вот любитель классики. Ну, дабстеп такой. Если Вивальди дабстеп, та-та-та-та-та-туц-туц-туц. Вот это плюс. Все, оргазм, да? Все, глаза закатились. Глаза закатились. Я уже понял. Мурашки по коже. Я знаю просто, когда она так начинает дышать, что это означает. Шучу, вы сами, не знаю. Да, вот когда сильный захлёст вроде бы, а ты слышишь каждый инструмент отдельно. Вот прям топ. Просто шум. Так, давай я сохраню эту запись. Уф. Вот ты знаешь, на грани идеала вообще по классике. Вообще. Не, ребят, это надо все закрывать съемку и слушать, сидеть Вивальди. Не, по классике
Слушайте, а давайте что-нибудь из Моцарта с фортепиано тоже ж хочется послушать, да? Давайте. Ребят, я даже... Короче, я вам скажу, они отлично справились с классической музыкой, они передают все оркестровые акценты, вот эти вот нюансы вот этих вот оркестровых моментов, когда вот эта какофония, когда сильный захлест начинается, оркестр спокойно справляется именно с классической музыкой, мне очень нравится, очень, прям для классики, прям очень. Рок, давайте рок послушаем, только с вокалом сразу, мне нужен какой-то очень тяжелый рок. Но это не тяжелое, это так... Это без вокала. Вот это. Блин, тут яркие, высокие, хорошие, средние. Я прям гитарные рифы эти, блин, слышу хорошо. Воу-воу-воу-воу. Пойдет. Да, для роковые. Прям хорошо. Знаешь, что здесь самое интересное? Здесь даже заглушенный бас играет на руку. В том плане, что вот он нету вот этого ухода в такую чрезмерную, знаешь, тебя не прибивает голову, но ты хорошо слышишь гитарные рифы, хорошо слышишь все вот эти вот, знаешь, там бас-гитару хорошо слышно, она тоже не пересвеченная. Вообще отлично, очень отлично. Вот средних, высоких, для рока самое оно. На таком тяжело оценивать. Даже вокал можно различить. Вот когда сильный тяжелый металл. Воу. Воу-воу-воу. Такой, ты на байке где-то фигачишь такой. Бля. Пойдет. Так. В принципе, попса, джаз, электроника, классика, рок. Я могу послушать еще хип-хоп, так чисто ради разнообразия. Но это чистая попса еще. Это хип-хоп? Оу. Но здесь не хватает баса вот этого глубокого. Знаешь, как... Вот он как детский звучит. Знаешь, как игрушечный. Короче. На, слушай, ты сейчас поймешь. Вот он как игрушечный, ему не хватает ухода в глубокий бас. По басу задушили чуть. Задушили, и вот почему я ограничил электронику хаосом и техно, да, каким-нибудь EDM, а не... Подожди, мне надо это снять. Нет, сиди, ну ты хорошо сидел, пожалуйста. Ну таке, да?
Оно Ну, такое плоское, слишком, такое, да, типа, такой сжатое, вот. в бас не уходит, да, вообще никуда. Ребят, я вообще готов прорезюмировать. Короче, мой вывод. Это универсальные наушники с акцентом на яркие, высокие и средние частоты. Не для всех. Вот сразу скажу, не для всех. Пересвет высоких частот может не всем пойти. Он подходит в основном для большого количества жанров. Я вам скажу, не подойдет для дипбаса, не подойдет для хип-хопа и не подойдет для тех людей, которые не готовы доработать их немножечко с помощью эквалайзера. Я бы чуть-чуть бы прикрутил высокий и чуть-чуть добавил бы самый-самый низ. Это на мой вкус, это моя вкусовщина. Но оцениваю я именно на стандартном пресете. Поэтому, ребят, я их рекомендую. Они реально стоят $300, они даже стоят дороже. Звучат они реально круто вместе в паре с ЦАПом. С вами был Бабл и вот такие вот эстреллы Зигат на канале Технозон.